большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить любимый торт Наполеон, но это будет рецепт без возни с тестом и в очень красивой подаче. Берем 400 граммов размороженного бездрожжевого слоеного теста. Нарезаем тесто на тонкие полоски. Перекладываем на противень, выстеленный пергаментом. Выпекаем приблизительно 15-17 минут, ориентируемся по своей духовке. Нужно хорошо подсушить палочки. В духовке заранее прогретой до температуры 200 градусов, ориентируемся на свою духовку. У меня в этой духовке палочки выпекаются уже 20 минут, но я вижу, что нужно подержать еще, чтобы они были абсолютно сухими внутри. Вы тоже ориентируйтесь не на время, а на состояние палочек. Они должны быть полностью сухими и румяными. Берем 2 яйца, 50 граммов сахара, 40 граммов кукурузного крахмала. Добавляю 500 граммов молока. Молоко я заранее подогрела, чтобы потом было быстрее варить заварной крем. Переливаем крем в сотейник. Нагреваем крем, постоянно помешивая. Удобно также перемешивать лопаткой, хорошенько проходиться по дну, чтобы там ничего у нас не прилипало. Не отходите никуда, чтобы у вас крем не получился комковатый. Но даже если он получится комковатый, то ничего страшного, можно или перебить блендером, или перетереть через сито. Но лучше просто не отходите и постоянно помешивать. Когда крем закипит, то дожидаемся буквально 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился, и снимаем его с огня. Чтобы крем быстрее остыл, я поставлю его в миску с очень холодной водой. Но если вы никуда не спешите, то можно накрыть просто крем пищевой пленкой в контакт и поставить его до полного остывания, до комнатной температуры. Или даже в холодильник можно поставить. Палочки уже готовы, вот такие они красивые, румяные и абсолютно сухие. 150 граммов мягкого сливочного масла жирностью 82%. Взбили масло где-то 1-2 минуты и добавляем 10 граммов ванильного сахара. Добавляем 150 граммов сгущенного молока. Когда заварная основа полностью остыла, это очень важно, мы можем ее добавлять к сливочному маслу, потому что если она будет теплой, то сливочное масло потечет и крем будет очень-очень жидкий. Откладываем в сторону 2-3 палочки, они нам понадобятся для посыпки торта сверху. Эти же палочки, если они у вас вот так вот хорошо подошли, как у меня, то можно их разрезать вдоль пополам. На пищевую пленку выкладываем крем. Вот так вот выкладываем, пока у нас не закончатся все палочки и весь крем. Заворачиваем торт в пищевую пленку.
Торцов тоже заворачиваем. Кладем торт в холодильник на 8-12 часов, чтобы он хорошо стабилизировался. Ночь прошла, достаем тортик. Две палочки измельчаем в крошку. Добавляю немного сахарной пудры. Я всегда добавляю в крошку немного сахарной пудры, потому что тесто не сладкое, пресное, чтобы она не была тоже пресная, а была слегка сладковатой. Так намного вкуснее получается. Нарезать такой торт лучше всего ножом-пилочкой. Ну что ж, давайте пробовать. У меня на пробу был такой маленький кусочек, что я не успела распробовать, но я вам скажу, что крем просто обалденный, очень-очень вкусно, и коржи тоже получились достойными, несмотря на то, что они из магазинного теста. Этот рецепт, в принципе, экономит ваше время, получается очень-очень вкусно и красиво. Я надеюсь, что вам понравился такой вариант Наполеона, пишите мне в своих комментариях, а я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.